Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся самой актуальной информацией на 25 февраля 2022 года. Друзья, и в этом видео мы хотим вам дать молитву к святым о защите от любого зла. Если вам сейчас тяжело, если вам сейчас вы не знаете, что делать, обязательно прочитайте эту молитву, и она вам поможет найти правильный путь в своей жизни. Итак, друзья, 25 февраля по народному календарю отмечают День Алексея Рыбного. Праздник получил такое название, потому что к этому дню таял снег и уже можно было половить рыбку. Наши предки в этот день, вынося на улицу пряжу и посевные семена, потому что они считали, что после вот такого вот ритуала вещи из пряжи носились дольше и не изнашивались, а зерна давали действительно хороший урожай. По давним традициям, сегодня было принято подавать только рыбные блюда и пирожки в форме лодочки, наполненные рыбной начинкой. Каждый из членов семьи должен был съесть по кусочку, чтобы в доме царил достаток, мир и согласие. Вкуснее всего было употреблять это с рыбным бульоном. Знахари в этот день лечили человека от испуга. Использовали ли они заклинания, обряды, считалось, что если это не сделать в ближайшие дни, человек мог очень сильно заболеть в будущем. Как всегда, погодные условия очень могли помочь нашим предкам в давние времена. Они обращались к небу с молитвами и просили осадков или, наоборот, теплых дней. Погода может измениться, если утром на окнах вы заметите иней. Туман или вьюга будет целый день, тогда ожидайте дождливое лето. Клев рыбы будет отличным, если сегодня тает снег. Урожай будет богатым, если сегодня на небе будут сиять звезды. А если воробьи расчирикались, то знайте, что это к оттепели. Весна наступит рано и будет тепло, если сегодня был холодный день. А вот длинные сосульки, значит, урожай овощей будет богатым. Сегодня не стоит начинать новое дело, и неважно, это будет ваше личное или того человека, на кого вы работаете. Дела могут пойти очень плохо. Партнеры могут подвести по срокам или будут большие денежные потери. Сложите документы и деньги в сейф и обсудите еще раз дело, которое вам хотелось запустить. Нужно учесть все моменты, не упустили ли вы что-то. Неделя вторая поможет закрыть все пустые ящики, и вы покажете результат, который приятно удивит и вас, и окружающих. Стройте сегодня грандиозные планы горящими глазами. Мечтайте о самореализации в собственных проектах. Не ставьте сегодня себе и ограничений, просто нужно немного подождать, чтобы не потерять все. На пути может быть сегодня много трудностей, но не стоит сдаваться и опускать руки. Все можно преодолеть. Вы делали это уже миллион раз. Найдутся люди, которые будут готовы поделиться своим опытом, дать хорошие советы, о многом рассказать и даже подсказать. Они будут рады поддержать даже смелые ваши идеи. Сегодня не обязательно нужно рисковать. Действуйте осторожно. Вы очень быстро придете к своей цели. А чтобы уберечь себя от неудачи, рекомендуем все-таки отказаться сегодня от любых поездок, командировок и выездных встреч. Постарайтесь решить все вопросы по месту. Если у вас запланирован отпуск, дома стоит провести определенный обряд. Оставьте домовому запасы еды на неделю, чтобы он мог отпустить вас в долгую дорогу и не нашкодничать за время вашего отсутствия. Но не вздумайте одевать сегодня грязную или старую одежду. Все плохие воспоминания и обиды обрушатся на вас сегодня, как гром с ясного неба. Всю грязную одежду и обувь стоит сегодня постирать и вычистить, а старые вещи выбросите или отдайте на переработку. Вечером пятницы можно отправиться в магазин за поиском новой одежды. Погода радует, и можно себе позволить рассмотреть варианты платьев и юбок.
Добавьте яркой палитры к образу. А вот теплый пуховик можно заменить на шерстяное пальто, шапку на красивую шляпу или берет. Можно приобрести украшения, не обязательно золотых или серебряных. Обычная красивая бижутерия сможет любой ваш наряд сделать неотразимым. Не покупайте вещи с мыслью, а пускай будет пригодиться. Заранее продумайте несколько своих образов, чего не хватает вам в гардеробе, какие вещи нужно докупить для общей картинки. С одеждой в магазинах, так же как и с едой в супермаркете, если идти на голодный желудок и без списка, то вы знаете, что вы можете сегодня накупить много лишнего, да еще и в придачу ненужного. А вот нам, женщинам, это очень свойственно. Что же касательно снов, то сны сегодня подскажут, в каком вам направлении нужно двигаться. Возможно, сон будет вещим, но сбываться он будет недословно. Никому сегодня не нужно рассказывать об увиденном. Оставьте это только для себя. Судьба подает эти знаки вам сегодня молча. Но очень важно помнить, что сегодня для достижения любых успехов в любом деле нужны большое терпение и строгая дисциплина. Ничего не дается просто так, и если вы понимаете, какова ваша цель, то обязательно справитесь с любыми трудностями. День подходит для самых разных дел. Вы полны сил и энергии, энтузиазма. Не бойтесь сегодня, пожалуйста, трудностей. Вы уверены в собственных силах, поэтому вы и уверены в успехе своих начинаний. День будет исключительно плодотворным. Вы успеете сделать много полезного. Не исключено, что придется взяться за какие-то дела, которые требуют усилий. Беспокоиться не о чем. Даже с решением самых сложных задач вы точно сможете справиться легко, потому что есть шанс заключить выгодные сделки. Стоит быть немного сдержаннее и в общении. Вы часто говорите то, что думаете, и не беспокойтесь об этом. Но возникает вопрос, приятно ли это окружающим. Кто-то может обидеться на вас, к сожалению, из-за какого-то пустяка или всерьез даже разозлиться. Сегодня не стоит посещать косметологов, визажистов и других мастеров. Также сегодня большая вероятность получить не тот результат, на который вы рассчитывали изначально. Поэтому стоит больше внимания уделить простым домашним косметическим процедурам, заняться приготовлением масок для лица и кожи головы из натуральных составляющих. Используйте сегодня такие ингредиенты, как молоко, сок лимона, яичный белок, овсяные хлопья, мед. И после такого ваше лицо будет чистое и еще и в придачу напитанное витаминами. А вот именины 25 февраля отмечают Алексей, Антон, Евгений, Демид, Мария и Ядвига. И, друзья, прямо вот после просмотра этого видео обратитесь к всем святым о защите от любого зла. Возможно, вам сейчас страшно, возможно, вам тяжело, а возможно, у вас какие-то есть сегодня проблемы в данный момент. Обязательно читайте эти слова 3 раза. Вы можете читать как за себя и за своих близких. Слова следующие. Святые угодники Божии, небесные мои покровители, прошу о помощи и защите. Помолитесь обо мне грешном перед Богом нашим Иисусом Христом. Вымолите для меня прощения грехов моих. Попросите доли счастливой и жизни благодатной. Да сбудутся чаяния мои по молитвам вашим. Пусть сохранит меня Господь от искушений, болезней и скорбей. Пусть дарует мне любовь, научит мудрости и смирению, чтобы достойно шел я земным путем своим и справлялся земными делами моими, и сподобался Царствия Небесного. Аминь. По лунному календарю, друзья, у нас с вами 24 и 25 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Стрелец. Вы знаете, сегодня по энергетике, хоть и убывающая луна, но в то же время очень мощный день. Дело в том, что в эти лунные сутки пробуждаются силы природы, которые благоприятствуют созиданию, а в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел. В Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид. Хорошо начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов, но злоупотреблять пробудившимися силами не надо, они могут обернуться во зло.
Сегодняшний день полон неиссякаемой энергии, причем она будет касаться не только душевных порывов, сколько физических сил. Поэтому зачастую этот день называют мужским. Он пробуждает сексуальное влечение и способствует занятиям спортом. Считается, что именно в этот день пробуждаются силы природы. Если у вас есть возможность, то 25 февраля все-таки проведите этот день спокойно, без лишней возни и суеты, особенно если сил у вас недостаточно. А можете быть деятельным и активным человеком, как положено в этот день сильным личностям. Выбор только за вами, вам виднее, сильный вы или слабый человек. Что же касательно стрижки волос в этот день, то запись в салон красоты лучше все-таки отменить на этот день, так как результат стрижки вас сильно, к сожалению, расстроит. А вот если укоротить волосы в этот день, это негативно скажется на здоровье всего организма. Тусклыми и безжизненными волосы может также сделать завивка или окрашивание, поэтому наиболее удачным выбором сегодня станут просто распущенные волосы, простые косы или конский хвост. Обновить образ можно с помощью сегодня наращивания. Он может быть удачным, если вы не станете чрезмерно увеличивать длину собственных волос. Не лишним будет сделать и питательную маску для волос или помыть их настоем, например, как крапивы. В результате волосы будут казаться гуще, здоровее и даже ярче. Что же касательно окраски волос, то вы можете это сделать натуральным красителем, но сделайте это в темный оттенок. Это поможет создать хорошее впечатление как на вашего шефа или, возможно, даже ваших коллег. Прическа. Что же касательно самой прически, то волосы стоит уложить крупными волнами, чтобы привлечь природную энергию. И вы знаете, считается, что день неудачен сегодняшний для путешествий, а также для безделья и грусти. Вот такой, друзья, у нас с вами день по народному календарю и по лунному календарю 25 февраля 2022 года. Заканчивается наша рабочая неделя. Конечно же, нас ждет очень много интересных событий, но вы знаете, в скором времени мы с вами узнаем очень много нового и интересного для себя. Мир уже точно. Если вот те события еще 2 года назад, которые происходили, это была одна ситуация, и мы с вами ворчали, то сейчас мир поменяется кардинально на 180 градусов, при этом как он поменяется, многое зависит также от нас, от наших мыслей. Поэтому, пожалуйста, убирайте страх, боязнь, смотрите только вперед, молитесь, просите у высших сил помощи, поддержки. Если у вас есть сегодня хлеб на столе, это уже хорошо. Сейчас такое время, его нужно просто нам всем пережить. Поэтому желаем всем мудрости, здоровья, благополучия, берегите себя. Мы услышимся с вами уже в следующем видео.